Здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуйте, ребята, друзья, все, кто зашли на этот канал, которые не забыли поставить лайк этому видео заранее и подписаться на канал. Кнопочка вы знаете, где находится. Это очень помогает продвигать мой канал, это очень помогает мне понимать, что то, что я делаю, это очень и очень важно для вас. И что я рассказываю на этом канале все просто и простым языком. А главное, правдивую историю про те или иные гаджеты, про те или иные увлечения, которые могут вас посоветовать или покупать этот гаджет, или покупать что-то, или наоборот не брать. Сегодня будет интересный такой выпуск, потому что по поводу таких гаджетов я делал один выпуск, но именно про такой я еще ни разу не рассказывал, и сейчас вот хочу рассказать. В чем дело? Я человек, который очень любит технологии, который все пытается примерить на себя. Если это, допустим, там телефоны, то это телефоны. Если это телефон сгибающийся, как у меня был недавно выпуск, это обязательно мне надо иметь было чуть ли не с первого, начиная фолда 7. Сейчас вот и до этого с фолда 1 я тоже имел, то есть я прошел через какое-то время. Если это со стилусом, я люблю очень со стилусом, то есть все, что связано с технологиями. Также, когда появились носимые гаджеты, это меня очень-очень тоже взволновало, и мне это очень-очень захотелось иметь, испытать на себе. И у меня были одни из первых часов, тогда вообще на меня смотрели как на сумасшедшего, часы, которые дают какие-то там уведомления или что-то. Это были часы от компании Motorola. Они были первые круглые часы с браслетом, выглядели дико кругло. И люди прямо выпучивали глаза, когда видели, что у меня на часах что-то там возникает. В то время были только черно-белые часы, которые, может быть, кто-то знает, кто-то нет. Это была компания Pebble. У меня их не было, я сразу же перешел вот на эти круглые, крутые часы от Android, которые заряжались, там были массивные, не имели много того, что сейчас имеют современные часы. После этого, когда я их поносил, долгое время я не знал, буду ли я иметь еще какие-то часы. Я заимел тогда простые часы, у меня были простые часы, я их имел, и у меня всегда создавалось такое впечатление, а что же я хочу от этих умных часов, что же мне хочется. Потом я немножко перефразировал это и стал думать, а что именно я использую в этих часах. И вот когда я купил уже второе уже поколение часов от Samsung, это Samsung Ultra, кстати, с множеством ремешков, защитой и так далее. Через какое-то время я стал замечать и даже супруге говорить: вот, смотри, сейчас защита появилась на часах, они похожи как часы от G-Shock. Тогда у меня супруга спросила тоже, что за часы такие, G-Shock эти. Я рассказал, что еще будучи матросом, там, когда начинал в своем время ходить в море, и когда увлекался вообще тоже, и мне нравились часами, у нас у всех у моряков популярной моделью было G-Shock от компании Casio. Но это всегда были такие дешевые пластиковые часы и так далее. И я на них смотрел, они такие брутальные, такие и так далее. Но пластик есть пластик, я подумал. И никогда их не покупал. Потом со временем, когда заходил в простые часовые магазины, я стал замечать: о, G-Shock делают не только пластиковые часы, они делают карбоновые часы, к примеру. Но все равно это как-то меня не очень. Мне хотелось иметь часы, как бы микс такой, на которых я буду видеть то, что мне хочется видеть на часах, и чтобы они выглядели и в то же самое время брутально, вроде бы, защищенно, главное, для меня это было защищенно. Я очень люблю, когда вещь защищена. И в то же самое время не настолько гигантско большими, чтобы я их не мог носить, допустим, ну, под костюм. Я его, кстати, тоже иногда ношу. И смотря на разные форумы и так далее, и говорят супруги всегда: вот, зашел посмотреть на G-Shock, ну просто смотрю. Я не натыкался ни на что. Потом я создал в себе такую уверенность, что в часах мне нужны такие вещи, как, естественно, часы, время, чтобы это было точное время, чтобы оно было бы там синхронизировалось с чем-то. Второе, что мне нужно в часах, это двойное циферблат,
То есть время, которое у меня сейчас, и время где-то. Когда я на своей работе, то меня очень волнует, чтобы я знал, какое время сейчас дома по часовым поясам. Также желательно иметь секундомер. Это очень важно на моей работе. Можно иметь обратный отсчет тоже и календарь. Желательно вечный. Вот. Это к тем функциям, которые хочется иметь в часах, и которые я, оказывается, только и делал, когда смотрел на умных часах. Я не смотрел там, сколько я прошел шагов, я не спал с ними, чтобы наблюдать за сном. Всем этим я не занимался. И когда я это понял, я понял, что еще к часам мне хотелось бы, чтобы они были бы сверхпрочные, чтобы у них был бы не простое стекло, там пластик, и не какой-то там Gorilla Glass, которому я так себе доверяю. Чтобы это было бы сапфир, то есть алмаз, который очень трудно царапается. Но и в то же самое время, чтобы они были элегантны. Вот эти вот несколько правил мне хотелось видеть в часах. Но когда я очередной раз просматривая часы в этом году компании G-SHOCK от компании Casio увидел, что первые в мире часы создал искусственный интеллект, который использовал его для того, чтобы в содружестве вместе с человеческим, конечно, разумом и человеческим дизайном сделать часы Triple G. Triple G, что это такое? Это они могут падать с гигантской высоты в 20 метров, ты можешь с ними нырять на 20 бар, также они против тряски, против пыли, против грязи, против всего. Очень защищены. Я дико ими заинтересовался. И через какое-то время я купил себе часы, которые я вам сейчас хочу представить. Это G-SHOCK MTG B4000. Сразу же про это сложное наименование. B это значит Bluetooth. Зачем же в часах Bluetooth? А для того, чтобы иметь двойную синхронизацию. Первое, синхронизировать время по модулю, радиомодулю, через спутник там, или как они делают синхронизацию. Второе, чтобы синхронизироваться, используя ваш мобильный телефон и фирменное приложение от компании Casio G-SHOCK. Также в этом приложении вы можете выставить время, вы можете выставить будильник, вы можете выставить обратный отсчет, вы можете выставить все, что надо и все, что хочется иметь в часах, вы можете, не трогая головки завода и кнопки, выставить прямо на самих часах. Единственное, для чего я использую кнопки действительно на часах, это подсветка, которая есть, циферблат, и она обалденная. Сейчас я покажу, как эти часы упакованы. Честно вам скажу, я уже их распаковывал, я уже их поносил какое-то время, и теперь снова их положил в коробку для того, чтобы показать, как они были, когда я их открыл. Так вот, коробка из хорошего картона с нормальным логотипом, как и есть у них, но уже не из такого, который простые часы, потому что это серия MTG, это премиальная серия часов G-SHOCK. И я вам скажу, это большой обман, когда люди думают, что G-SHOCK все стоят там $100 меньше или немножко больше. Это достаточно дорогой сегмент. Это уже часы такого люкс-класса, будем так говорить. Часы есть у G-SHOCK также лимитированные, которые стоят наравне с Rolex, я вам скажу, и выглядят точно так же. Я это сейчас еще больше стал изучать и знаю. Вот так они в середине. Там находится первая коробочка. Я сейчас маленькую достану, в которой находится, что у нас, как всегда, куча макулатуры. Также находится гарантийный талон на всемирную гарантию. Я их покупал в Америке, но все равно везде, если у нас в Латвии есть представительство Casio, я думаю, что если что, они смогут их принять. Но надеюсь, этого не случится. Потому что единственный минус, как мне сказали, но я еще долго такими не пользовался, эти часы ты передашь своим внукам. И вообще, это совершенно неубиваемые. Идет в середине коробка. Коробка такая очень
приятно тоже такого пластика, такого soft touch. Вот так они по-люксовски в середине расположены. Такая вот так они выглядят. Сейчас я одену их на руку, они на такой подушечке, и вы посмотрите, как они на руке выглядят. Скажу вам честно, что когда я покупал часы сначала, у меня была одна боязнь. Я не знаю, каким образом люди показывают эти часы, ну, как они снимают. Может, там какие-то камеры специальные у них стоят или что. Но у меня было четкое ощущение, что это гигантские часы. Большие. Точнее, не гигантские, но большие. Вот так они выглядят на моей руке. Рука у меня средняя, поэтому выглядят они достаточно красиво. Их можно носить как под костюм, так и под спортивную одежду, свободную. Теперь я покажу немножко их поближе и объясню, в чем там дело у них. Вот видите, это как бы такой сэндвич, который состоит между высокопрочной и очень особой сталью. Вот это вот находится... Это вот карбон. Он, видите, в полосочку. То есть, это листы карбона. С обратной стороны головка тоже. Здесь две кнопочки находятся, и одна кнопка находится здесь. Что в этих часах единственное меня смущает до сих пор. И, ну, вполне возможно, что я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, пожалуйста, напишите мне это в комментариях. Смена ремешка, она невозможна. Точнее, я не видел, как это возможно сделать, потому что он тоже закреплен достаточно специфически. То есть, как бы зацепляется за карбон и вот такими крючками, как бы, и вот он стоит. Ну, с обратной стороны логотип 3G, естественно. Каучуковый ремешок, очень приятный. Тоже такой soft touch, не цеплючий, не как на Samsung, которые у меня были. Очень приятный циферблат. Сейчас я покажу, какая у него прекрасная подсветка. Достаточно яркая, и можно отрегулировать, сколько времени она может держать. Видите? Я нажал, она сама потом отключится. Естественно, о том, как они собраны, у меня даже, ну, я вам скажу, не просто хорошо. Это уровень премиум часов. Это прекрасно собранное изделие. Еще раз покажу, как они выглядят у меня на руке. И когда они находятся на руке, ты понимаешь, что они вот сейчас вот подойдут под майку и шорты, и одену я костюм, они тоже подойдут под этот костюм. Что я могу сделать? Первичный выбор. По этим часам я буквально недавно ими стал пользоваться. У меня от них пока есть очень положительное впечатление. У меня совершенно, когда я стал изучать G-Shock, изменилось вообще мнение об этой марке, об определенной ветке часов Casio. И я понял, что в этой марке этих часов качество и цена как раз-то в очень хорошо сбалансированном состоянии. То есть, если вы посмотрите у них на их веб-сайте, как эти часы собираются, как их интеллект делал вместе, как они сделали то, чтобы они были высокотехнологичными, в то же самое время полностью неубиваемые. И number 3, они были бы очень легкие, они очень легкие. Вы были бы очень сильно удивлены. То есть, эти часы буквально, должны быть вечными. Ко всему прочему, в отличие от многих часов, эти часы, естественно, заряжаются от солнечной энергии. То есть, в самом циферблате там есть солнечная батарея, которая принимает в аккумулятор. Чтобы вы знали, в полной тьме, если нету даже никакого света,
а ему нужен любой источник света, лампа, я вот так поставлю, положу перед сном куда-то, они все равно будут принимать заряд очень хорошо. В скоросмешной тьме, вообще не подзаряжая часы, они могут проработать 18 месяцев. То есть 1,5 года. Когда ты их заряжаешь, гарантия на этот аккумулятор 20 и больше лет. То есть это время зарядки, разрядки, зарядки, разрядки. Но это практически для меня это вечные часы. Я думаю, что и после 20 они будут работать. То есть я видел у людей часы, которые, может быть, немножко потерлись. Но я вам скажу так, что когда Casio часы даже вот по безелю или где начинают немножко тереться, у них даже шарм какой-то приобретается. Я очень рад этим часам, они мне очень понравились. Я полностью на данный момент отказался от умных часов по той самой причине, что я понял, насколько я сейчас свободен, не думая о том, что часы в определенный момент разрядятся, какие бы они ни были умные, они разрядятся все равно. Если они неделю держат, допустим, Garmin много держит, но через неделю-то они разряжатся, и ты будешь думать о том, есть ли там какой уровень батареи. То есть эти часы не разряжаются, они выполняют те функции, которые мне нужны, и радуют глаз, я вам честно скажу. Будут какие-то новости про эти часы, немножко об их приложении и о всем том, что я хотел бы о них еще сказать. Следите за моими выпусками, и я буду вас держать в курсе. А на этом все. Спасибо за внимание. Еще раз поставьте лайк или дизлайк этому видео, если оно не понравилось. И до новых встреч!